Что может быть лучше, чем музыка в Храме Огня, в первом Dark Souls? Или же музыка в Маджуле? Или же композиция на Людвиге в Bloodborne? Почему же именно те проекты, выпущенные уже давно, до сих пор создают в нашей душе такие теплые воспоминания и оставляют приятное послевкусие, даже если вы только сейчас познакомитесь с ними? Графика в Sekiro и Elden Ring вытащила проекты From Software на новый уровень, и вместе с этим, будто бы из-за графической сглаженности, плавных движений, нежных текстур, проекты утратили что-то родное и до боли знакомое. Наш мозг сам дорисовывал непрокрашенные текстуры и добавлял им новые элементы декора в первом Dark Souls, втором Dark Souls, и запретный лес в Bloodborne распускался пышными кронами в нашей голове. Я познакомилась и влюбилась в Dark Souls и Bloodborne в 2020 году. Это буквально 2 года назад, и именно потому, что я не являюсь фанатом проектов с момента их выхода, я могу с уверенностью сказать, что несмотря на графику и все визуальные оформления, оно для меня не имеет никакое значения. Дорисовывая в своем сердце не только лес и текстуры, мы также смогли дорисовать сюжетную линию, представить, как Гвиндолин тоскует в созданной им же тюрьме, выполняя поручения отца Гвина с честью и достоинством, как его иллюзия высасывала из него все силы до последнего, но он яростно оставался верен своему отцу, как Соллер из Асторы ищет свое солнце, свое маленькое, теплое солнце, и именно его смерть, а не спасение, придает этой сцене драму, которая в играх Dark Souls необходима. Соллер — самый яркий персонаж из всех частей, и только Сигвард из Катарины, заходя на арену Йорма, может затмить историю Соллера. Приятная грусть и боль увеличивается в разы от того, что Сигвард разговаривает таким спокойным и мягким голосом со своим давним другом, отчего мы понимаем, что его любовь к Йорму безгранична и не угаснет никогда. Выполнив свой обещанный долг, Сигвард возвращается к своему старому другу уже в другом мире, в котором они будут пировать и веселиться, рассказывать свои приключения и по-настоящему, возможно, впервые в жизни получат успокоение. Потертый визуал заставляет нас сфокусироваться на главном. Для кого-то это были боссы, для кого-то лор, для кого-то персонаж и его способности. Однако мы не были завлечены красотой мира. Да, в такой графике есть свой шарм, с этим очень трудно поспорить, и вместе с этим Dark Souls не про это, в отличие от Elden Ring. Из-за своего масштабного мира Elden Ring не смог покорить меня. Из-за потрясающего визуала я потратила огромное количество часов в фоторежиме и так и не смогла добраться до сути. Очень много отвлекающих факторов так и не смогли заставить меня увидеть глубину мысли и философию лора. Персонажи не заставляли меня изучать их предысторию, в отличие от Bloodborne, которая навсегда остается для меня самым лучшим проектом From Software. Bloodborne визуально стал для меня магическим спасением и своего рода пристанищем темной стороны моей души. Тюрьма Миколаша стала и моей тюрьмой. Отдельные сны стали и моими снами, и в каждом я находила частичку себя. Охота на монстров и на свои желания с каждой каплей крови призывала мои животные инстинкты к действию, и дикая страсть, от которой я уже не могла избавиться, не давала мне даже маленькую попытку остановиться. Вальтер заменил мне Соллера, и именно он, мой верный друг, столько раз умирал на Людвиге, что не хватит всех звезд на небе. Bloodborne подарил мне кое-что, что намного лучше идеально вылизанной картинки, детализированной анимации и меню, в котором можно разглядеть каждую ниточку в одежде и потертую рукоятку оружия. Он дал мне возможность прожить самые болезненные струны моей души и высвободиться от них. При помощи сопереживания Людвигу, воинствующих композиций и жажде приключений я смогла пережить одни из самых важных эмоций и тем самым будто бы лучше прожить ту жизнь охотника, которой в реальности у меня нет. Будто бы я смогла возвыситься над собой и стать чем-то большим, чем просто девушкой, которая ходит на работу и делает ролики на YouTube. Будто бы я соприкоснулась с чем-то важным и таким манящим, и космос стал для меня ближе, чем когда-либо. Игры From Software, особенно старые, а точнее именно старые, так как начиная с Sekiro сюжет становится более понятен и не имеет под собой тайную философию. Философия первых 2 частей, Dark Souls и отдельно Bloodborne, это самое важное, что может быть в них. Бои сами по себе не имеют ни малейшего смысла, если не знать, с кем мы боремся, или правильнее будет сказать, кого мы освобождаем от самого себя. Именно эти бои в итоге являются спасением для королей, обычных заблудших душ, и то безумие, которое поглотило все миры, своего рода является болезнью, от которой мы можем освободить, пролив кровь обезумевшего. Именно в Bloodborne мы сами можем умереть от безумия. И оно показано намного лучше, особенно в локации Миколаша, который сходит с ума и все еще пытается открыть новые тайны этого удивительного мира.
не понимая, что он заперт в собственной душе и выхода оттуда нет. Та же дочь космоса Ибраитес или паук Ром, несмотря на свой вид, они обе действительно приблизились к великим, которые были для их учителей главной целью. И где же та грань, через которую не должна переступать нога человека? На какие риски он готов идти и сколько голов он готов втоптать в землю, дабы приблизиться к невозможному? Совокупление великих с птумерианами, дабы не прекратился их род, перекачка крови, охота и очень много охоты на обезумевших, уставших и таких истерзанных из раза в раз тех, которые не могут умереть. Нужна ли нам в таком случае качественная графика нового времени? Она нам не нужна, ведь Souls-like не откроет все свои секреты в идеально вылизанных текстурах, в тонких струящихся волосах и не в редакторе персонажа. Его тайны и весь шарм Souls-like игр находится в глубине. Именно поэтому эти игры не устаревают никогда. У них нет срока давности. Поломанные, забагованные и с огромным количеством черных пятен. Они идеальны именно такими, какие они есть. Это несовершенство мира, эта несовершенная графика является частью этого мира, этого лора и истории каждого персонажа, каждого торговца и каждого путника на пути. Способность Соллера смеяться, способность Сигмайра и Сигварда спать где угодно в такое время, в таком тяжелом мире все еще дает надежду на то, что мир можно изменить. Только вы решаете, будет ли он жить или перейдет в новую эру, и его жизнь будет видоизменяться. Только вам решать, что станет спутниками, которые встретятся вам на пути. Найдут ли они свое солнце, сможет ли проститутка выжить или же создаст новую жизнь на несколько минут, дабы вы смогли завершить этот порочный круг смертей и встретиться с главным вершителем судеб. Сможете ли вы привнести покой сироте Коз, простите ли вы прегрешения Лоскутику, или все-таки такие, как они, должны умереть? Вам предстоит столько решений, столько убийств, столько жертв ради великой цели, и в этом огромном мире саморефлексии графическое оформление — это последнее, о чем мы думаем.